Приветствую всех, дорогие друзья! На повестке дня левый по печени. Сегодня у нас два героя. Сам удар и его подготовка. Как и все мои предыдущие видео, здесь сам удар я хочу показать с применением того принципа, который я открыл для себя и хотел поделиться с вами. Ну а с подготовительным действием все мы знакомы в той или иной степени, хотя там тоже есть на чем заострить внимание. Удары по печени бьются из положения, где мы группируемся и заряжаем наш удар внизу, как любимая комбинация Тайсона, где после джеба с уклоном он пробивает печень, печень или печень-голова, или печень боковой. И также удары по печени можно бить из стойки, например, левый, правый, печень. Или как будто мы заряжаемся на джеб, мы бьем по печени. Или, допустим, сайдстепом. Я же хочу остановиться в этом видео на том варианте, где мы группируемся внизу. Бьем этот удар после уклона или после комбинации, которая дает возможность зарядить этот удар таким образом. Очень хорошая комбинация Тайсона. Левый уклон, печень. Простая, удобная, быстрая комбинация, которая позволяет приблизиться, вызвать встречный удар, уходя от этого удара, сгруппироваться и выстрелить. Простая, эффективная комбинация со счастливым концом. Но даже если встречного удара не последовало, все равно мы скрыли наше приближение джебом. И все равно мы работаем на опережение, так как наш удар по печени начинается сразу после джеба во время уклона. Уклон — это наш замах на удар. В моем варианте подготовки этого удара я хочу предложить очень легкое физическое движение, которое может служить подготовительным движением к другим комбинациям, что в свою очередь тоже может служить отвлекающим фактором от нашего намерения. Это простое движение использует пружину сухожилий, и поэтому довольно легкое физически и быстрое. Это подготовительное движение выглядит следующим образом. С шагом. С челноком. В чем особенность этого движения? Ни в чем, кроме его простоты. Мы позволяем себе упасть на сухожилие и перенаправить инерцию этого движения в нужном нам направлении. В нашем случае под левой по печени. Это простое движение, которое помогает нам подобраться ближе к сопернику, может имитировать что угодно. Например, уклон-уклон, удар-уклон, удар-уклон. Это может имитировать уклон-апперкот. Это может быть передвижение в стиле Ломаченко. Влево. То же самое передвижение в другую сторону. Поэтому это движение довольно универсально, и за ним может идти что угодно, в том числе и наш по печени. Сам же удар по печени бьется многими способами. Переносом веса тела с одной ноги на другую. Просто с разворотом корпуса. С переносом веса тела вперед в противника. Даже как боковой. И даже как прямой. И все это правильно. Главное, чтобы был результат. Но для всех этих ударов есть общие принципы. Давайте по ним пройдемся. Первый — это разворот. Когда мы вот здесь стоим, присели и работаем корпусом. Разворот корпуса. Можно бить удар. Здесь обычно бьют удары, как будто мы в стойке, как будто боковые. Или так, или вот так, как обычные боковые. Еще мексиканцы любят тоже вот делать что-то наподобие, вот так руки как будто привязали. И вот здесь бьют они вот таким образом. Вот здесь по печени, по селезенке. Вот таким вот. Только используя чисто разворот. Следующий принцип основан на разгибании корпуса. После того, как мы сгруппировались, мы выпрямляемся. Делаем вот такое, выпрямляемся. Но это движение всегда идет в сочетании с поворотами. И поэтому получается что-то между простым разгибанием корпуса и между чистым поворотом. Что нам также
дает хороший угол входа в печень, под локоть или просто под ребро. И если этот удар продлить, то он превращается в прекрасный апперкут. Отсюда или отсюда. Следующий элемент техники удара по печени — это толчок ногой или толчок ногами. На одной ноге, на двух ногах. У этого толчка может быть направление. Он может быть с одной ноги на другую. Он может быть просто вверх. А может быть вперед, вверх в соперника, в направлении соперника. Все эти варианты, конечно, будут зависеть от ситуации. Я же хотел бы обратить ваше внимание именно на тот вариант, на тот принцип, где нужно переносить, где нужно делать толчок вверх и вперед с переносом веса тела в противника. Повторяю, именно в противника. Все зарядились, вперед, вверх и туда. Вперед, вверх. Почему? Потому что этот толчок, это направление позволит нам дополнительно к замахам, к разгибанию спины, ко всем усилителям, которые у нас есть, добавить еще в этот удар, вложить всю силу нашей массы тела, всю массу тела. Посмотрите, как мы бьем, когда делаем бой с тенью. С разворотом. Мы остаемся на двух ногах. Когда мы добавляем спину, мы тоже остаемся на двух ногах. Тоже соблюдаем равновесие. Даже когда мы идем вперед, мы останавливаем себя в точке равновесия, чтобы не заваливаться. Но когда мы делаем бой с тенью, это нормально. Проблема в том, что мы переносим это и в реальный бой. Когда мы бьем соперника, неважно, достали мы, не достали, мы останавливаемся в этой точке равновесия и дальше удар не продолжаем. Покажу на примере. Если мы соперника достаем, собрались на нужной нам дистанции, удар сделали. Все нормально. Но если вдруг дистанция немножко изменилась и мы не достаем, мы сделаем такую вещь, точно как в бою с тенью. Прыгнули, не достали и ушли обратно. Я же предлагаю, после того, как мы запустили себя в удар, останавливаться только в момент контакта с грушей, с соперником, с лапами, чтобы сломать себе эту привычку, останавливаться в точке равновесия. И в этом ударе, и в других не обязательно заваливаться за переднюю ногу. Хоть я и везде показываю, где мы проходим этот предел равновесия на передней ноге, но лишь для того, чтобы мы сломали себе эту привычку останавливаться на этом пределе, чтобы движение наше продолжалось до соперника. Независимо от того, останемся мы в этой точке равновесия или пойдем дальше. Чтобы мы могли позволить себе сделать это движение и преодолеть этот рубеж. Когда мы отучились останавливать движение, когда мы понимаем, как не останавливать движение до контакта, тогда нет необходимости завалиться за переднюю ногу. Но если есть необходимость или так получилось, тоже ничего страшного. Главное усилить удар. Не прикладывая лишних физических сил. Лишь небольшое изменение в геометрии движения нам даст кратное усиление удара. Рука, поворот, разгибание тела. Все это генерирует энергию нашего удара. Плюс к этому мы можем добавить инерцию массы нашего тела. Здесь, плюс ко всему, работает масса нашего тела. И наш удар усиливается прямо пропорционально на массу нашего тела. Как я уже раньше говорил выше, не обязательно заваливаться за переднюю ногу. Я просто показываю как пример, как работает перенос
массы тела из начальной точки до удара. Это может выглядеть следующим образом. Достаточно только сменить точку опоры. Не останавливаться на ноге, а остановиться прямо в сопернике. Убираем точку опоры совсем. Делаем удар на взлете. Единственная точка опоры после того, как мы оттолкнулись, это наш соперник, а в случае с ударом по печени это печень нашего соперника. Группировались и выпрыгнули. Сгруппировались. Запускаем все механизмы. Разворот, спину, толчок. И не останавливаем себя в этом свободном полете к счастливому будущему. В реальности это выглядит приблизительно так. Если мы стоим немного подальше от соперника, удар выглядит таким образом. Выглядит немного экстравагантно, но проверьте, такое тоже бывает. Если это делает Тайсон или кто-то в этом роде, это выглядит приблизительно так. Хоть он и стоит на двух ногах, но тем не менее он на них не опирается, он как будто взлетает. Когда мы находимся в ближнем бою, на ближней дистанции, обычный удар выглядит таким образом. Наносится удар с опорой на обе ноги, или если мы стоим на одной ноге, с опорой на одну ногу. В моем случае удары с моим принципом, с применением моим принципом наносятся следующим образом. То же самое, но добавляется еще небольшой взлет наверх. Если мы стоим чуть подальше, он более заметен. Если мы стоим совсем близко, он может быть еле заметен, но он есть. Группировались. И плюс ко всему тому, что мы делаем в обычном ударе, мы еще добавляем небольшой взлет и продвижение вперед. Вот таким образом. Дорогие друзья, возможно, я кому-то покажусь немного Достоевским. Но повторюсь еще раз. Главный принцип — это не заносить тело за переднюю ногу. Это не взлетать при каждом ударе. Я это делаю немного утрированно, чтобы было понятно, что я имею в виду. Главный принцип — это вложить всю массу тела не в удар, не в стойку, а в конечную точку противника, в мешок, туда, в ту точку, куда мы наносим этот удар. И чтобы тренировать этот удар, достаточно просто, спокойно, не сильно учиться делать это движение. Переносить массу тела до соперника, до контакта. Главное передать всю инерцию без промежуточных остановок прям до нашего соперника. На этом все, дорогие друзья. Пробуйте, пользуйтесь, побеждайте.